Наша история начинается с Юдзи, укротителя монстров. Юдзи переехал в новый город под названием Вистан, где решил вступить в гильдию искателей приключений. По прибытии он сказал чиновнику, что собрал много цветов дурии и приехал в город, чтобы их продать. Он попросил сопровождающего его слизняка выкопать цветы, и когда тот это сделал, все были поражены их количеством. Вызвали управляющего, и когда он увидел, сколько цветов, он сказал Юдзи, что хоть он и обычный укротитель, но такого количества цветов быть не должно. Управляющий решил забрать цветы у Юдзи в знак признания его заслуг. Вдруг в гильдию вошел другой человек и закричал во все горло, что к городу приближается больше 10 монстров, и они нападут на нас. Все собрались вокруг, и управляющий стал думать, что делать дальше. Юдзи поднял руку и сказал, что у него есть идея. Он попросил слизняка достать зуб динозавра, который был у него с собой, и объяснил, что с его помощью можно устроить большой пожар, чтобы заманить монстров за пределы города, не подвергая опасности его жителей. Сначала все были встревожены, но в конце концов согласились с планом Юдзи. Юдзи приказал охотникам встать на границе города, чтобы не подпустить монстров. Им удалось применить заклинание и защитить город от нападения. Все охотники начали атаковать монстров и не дали им приблизиться к городу. Тем временем Юдзи сражался с монстрами с крыши высокого здания, где перед ним появилось несколько экранов. Он начал анализировать ситуацию в городе и подсчитывать количество монстров. В это время Юдзи получил сообщение от своей помощницы, которая находилась в лесу. Она сообщила, что там появился странный человек в необычной одежде и с магическим кристаллом в руках. Юдзи считает, что этот человек – причина появления монстров. Он приказывает помощнице напасть на него и забрать кристалл. Тем временем жители пытаются противостоять монстрам. Юдзи удается построить вокруг города крепость и использовать огненное заклинание, чтобы убить монстров. Все были поражены невероятной силой огня и тем, как Юдзи смог его применить. После первого успешного использования навыка Юдзи потерял сознание от усталости, но он продолжил использовать его во второй раз, чтобы убить оставшихся монстров. Но потом он потерял сознание. Юдзи очнулся и обнаружил, что лежит на кровати в гильдии искателей приключений. Чиновница поблагодарила его за спасение города, но когда она снова вошла в комнату, его там уже не было. Юдзи вышел вместе с волками и слизнями, сказав, что не хочет привлекать внимание в городе. Он решил отправиться в другое место, в город Килия. В это время появляется группа людей, которые планируют что-то сделать, чтобы уничтожить искателей приключений. Среди этих людей появляется странный человек, который собирается выполнить задание до того, как луна станет синей. Затем мы видим, как Юдзи бродит по городу Кия. Он привлекает внимание жителей слизнем и волком, которые кажутся чужаками в этом городе. Слизь говорит Юдзи, что они голодны и хотят есть. Юдзи идет к городскому мяснику и заказывает большой кусок мяса для слизи и волка. Мясника удивляет, что слизь такая прожорливая. Сначала клерк отказывает Юдзи в приеме, потому что он всего лишь укротитель, а не боец. Но узнав, что он защищал город Вистон, она решает принять его в гильдию. Юдзи знакомится с остальными членами команды. Первый – Родис, эксперт по кинжалам. Затем Тина, которая специализируется на дротиках. И, наконец, Лиза, которая специализируется на копьях. После того, как команда знакомится с Юдзи, настает его очередь представиться. Он говорит, что он укротитель, и Родис начинает над ним смеяться. Тина и Лиза встают на защиту Юдзи, подчеркивая, что его роль в любой битве важна и что он незаменим для команды. Начинается приключение Юдзи и его команды по поиску земного дракона, таинственного и могущественного существа. Роли были распределены между членами команды. Родис впереди, Тина посередине, а Лиза сзади. Юдзи был разведчиком, и они отправились в путь. Юдзи общался с волком, который шел впереди, проверял обстановку и убеждался, что им ничего не угрожает. Слизь спросила, смогут ли они справиться с монстрами, которые им угрожают, но Юдзи ответил, что их задача – разведать местность и оценить риски, прежде чем они доберутся до цели. В этот момент волк заметил в 2 километрах от них 5 монстров-волков. Юдзи рассказал своим друзьям о том, что произошло, к большому удивлению Тины и Лизы, потому что они не ожидали, что он сможет так далеко разведать местность. Родос, напротив, посмеялся над словами Юдзи и сказал: «Ну-ну, посмотрим, прав ли ты». И он побежал, чтобы доказать, что Юдзи ошибся. И действительно, Юдзи был прав, но они заметили, что их было только 4. Юдзи сказал им, где находится 5-й монстр, а Родос сказал, что он убьет его кинжалом. Рудус убивал монстров одного за другим с гордым видом. Затем они продолжили путь. В этот момент Слизь спросила Юдзи, почему они не убили монстров до его прихода. Юдзи ответил, что хотел узнать сильные и слабые стороны команды. Когда наступила ночь, им пришлось разбить лагерь в стороне от главной дороги. Тина была расстроена, что они не продвинулись в поисках земного дракона. Юдзи спросил, почему они выбрали место в стороне от главной дороги. Родос ответил, что они выбрали это место, чтобы избежать встречи с бандитами. Когда Тина и Лиза спросили Юдзи, кто научил его навыкам приручения и исследования, Юдзи попытался уклониться от ответа и сказал, что научился сам. Но они удивились, как он научился этому без учителя или эксперта. Рон решил, что пора спать. Они распределили между собой дежурство следующим образом. Первой дежурила Тина, затем Родос, потом Юдзи и, наконец, Лиза. В этот момент
момент Юдзи спросил, почему именно в таком порядке. Родос ответил, что самая тяжелая нагрузка будет во время второго и третьего дежурства. Так что Родос будет дежурить во время второго, а Юдзи после него. В этот момент Юдзи понял, что Родос был великодушным и мудрым человеком. Затем сцена сменилась, и мы увидели Юдзи в лесу. Он был растерян и не понимал, как здесь оказался. Он вспомнил свои скучные воспоминания о работе в корпорации. Внезапно перед ним появился слизняк и указал на место, где было много магических книг. Когда Юдзи открыл книгу, все заклинания и навыки сразу же появились у него в голове. Ему было достаточно прочитать пару страниц, чтобы узнать заклинания воды, огня, ветра и земли. Внезапно он обнаружил, что количество слизняков увеличилось, и все они хотели с ним подружиться. Когда слизняк открывал любую другую книгу, вся информация сразу же передавалась Юдзи. Они могли говорить. Они произносили его имя, и Юдзи внезапно просыпался и понимал, что это был сон. Лайн разговаривает с Юдзи и говорит, что Родис ушел во время его смены. Юдзи спрашивает, не сбежал ли он, но слизняк отвечает, что нет, он так не думает. Кроме того, слизняк говорит Юдзи, что Лиза и Тина прячутся в лесу. Похоже, они не доверяют Родесу, особенно потому, что ему нет дела до других, а разделение смен, кажется, подразумевает что-то зловещее и тайное в действиях Родеса. Тана говорит Лизе, что им может понадобиться помощь Юдзи. Лиза отвечает, что они сами справятся с Родесом. Мы видим Родеса в лесу, и он чувствует движение, поэтому бросает нож в ту сторону, где оно было. Он понимает, что там никого нет, и нож попал в слизняка, но не причинил ему вреда. После этого Родес бежит через лес, избегая расставленных ловушек для охраны. Он направляется к хижине в глубине леса, и Лена с Лизой, кажется, удивлены, куда Родес их ведет. Когда он заходит в хижину, он встречает мужчину, который появлялся в начале. Рудис говорит ему: «У меня есть ценный улов. У меня 2 девочки и мальчика можешь оставить себе, потому что монстры его съедят». Пока мужчина разговаривает, Юдзи подслушивает их разговор через слизь. Он понимает, что Родос предатель, и именно поэтому исчезла его старая команда. Родос говорит мужчине, что 2 девочки окружены монстрами и наверняка попадут в ловушки, расставленные вокруг хижины, но мужчина предупреждает его, что нужно принять решение до того, как луна станет синей, иначе случится большая беда. Помощник мужчины насмехается над ним и спрашивает, как он может верить в такие суеверия. Мужчина злится и душит его, говоря, что в пророчествах есть правда и в них нет лжи. Тем временем Тина и Лиза пытаются придумать, как выбраться из этой ситуации. Внезапно Родос слышит шум за дверью хижины. Он выходит проверить и с удивлением обнаруживает странного монстра, которого они никогда раньше не видели. Они понимают, что попали в ловушку. Они решают отступить и не сражаться с монстром. Монстр оказывается волком и слизнем, друзьями Юдзи. Юдзи продолжает общаться с ними на расстоянии и использует заклинание льда, чтобы заморозить хижину, но луна уже стала синей. Юдзи встречается с Тиной и Лизой, и они рассказывают ему, что человека, с которым разговаривал Родос, зовут Джелис. Юдзи удивляется, что они знают его имя, и спрашивает о нем. Лиза объясняет, что Джелис – самый известный разбойник в этом лесу, и что его разыскивают. Они понимают, что Юдзи обладает не только навыками разведчика, но и другими способностями, о которых они не догадывались. Но Лена и Лиза спорят, что раз Родеса с ними нет, им нужен боец. Юдзи настаивает, что справится с этим, и они соглашаются продолжить путь в поисках земного дракона. Юдзи и слизь – лучшая замена Родесу. Лена и Лиза решают поискать подходящее место для лагеря. В этот момент Юдзи подбрасывает слизь в воздух, чтобы быстро найти подходящее место для лагеря. Его способности поражают их. Он просит слизь развести огонь и поставить палатку, а волку говорит, что будет по очереди следить за безопасностью. Тина и Лиза удивлены и благодарят Юдзи. Пока они спят, Юдзи думает о словах, что луна меняет цвет на голубой. Он задается вопросом, имеет ли это какое-то отношение к тому, что произошло в Вистане. Он размышляет о значении слова «катастрофа», которое использовал Джелис. Юдзи вернулся с Тиной и Лизой, продолжая искать земного дракона, о котором они должны были собрать больше информации. Они почувствовали приближающийся сильный ветер, и слизь сказала им, что ветер идет из ущелья под названием Илат. Легенды гласят, что источником этого ветра является земной дракон и исходящее от него дыхание. Они решают отправиться в Илатский каньон, и Юдзи замечает, что Тина и Лиза слишком доверяют ему и слизнякам. Они говорят, что любой монстр, которого они увидят, будет мгновенно убит слизняком. Это напоминает Юдзи о его тренировках, которые он проходил до того, как официально стал искателем приключений. Когда учитель попросил их положить руки на стеклянный шар, он был удивлен, когда Юдзи разбил шар своим заклинанием, не сказав его название. Его также попросили использовать заклинание против большого камня. В этот момент Юдзи использовал огненное заклинание, и учитель спросил его, как он это сделал, не сказав название заклинания. Это очень сложное заклинание и требует много энергии. Поэтому лучше произносить название заклинания вслух, и когда Юдзи применил его, он полностью уничтожил камень, шокировав учителя и учеников. Юдзи поднял руку, чтобы что-то спросить, но вернулся к реальности и сказал слизняку, что лучше использовать против монстров слабые заклинания, например, каменные выстрелы и маленькие огненные шары. Юдзи понял, что такой подход очень полезен и прост. Затем они подошли к каньону. Тина и Лиза были удивлены, что на их пути не было монстров, и Юдзи сказал им, что слизняк уничтожил всех монстров. Внезапно небо изменило цвет, а луна стала голубой.
Тина и Лиза спросили Юдзи, что вызвало это изменение, но он понятия не имел, что происходит. Тем временем в деревне Киа мы встречаем старосту Риярда и священника. Священник рассказывает легенду о синем драконе, о великой катастрофе, которая случится, когда луна станет синей. Это древнее пророчество из книги легенд. Затем появляется синий дракон, и слаймы видят его в километре от себя. Тина и Лиза спрашивают, не тот ли это земной дракон, но Юдзи отвечает, что он больше. Лена и Лиза предполагают, что монстр относится к категории катастроф, и что лучше всего вернуться в деревню. Они решают пойти обратно по дороге через каньон, потому что там сильный ветер, и это не дает монстрам проникнуть внутрь. Однако Юдзи ставит слайма и волка впереди, чтобы убедиться, что на пути нет монстров. Хибуджи продолжает использовать простые заклинания, такие как камни и огненные шары. Когда появляется огромный медведь, волк и слайм убегают, но слайму удается одолеть медведя и добраться до конца оврага, обезопасив команду. Но на полпути они обнаруживают, что земля под ними трескается, и появляется земляной дракон. Лена и Лиза быстро прячутся, а Юдзи начинает сражаться с драконом, используя простые заклинания, но они не действуют на дракона. Дракон бросает огромный валун в Лену и Лису, но Юдзи успевает разбить его, прежде чем он долетит до них. Затем дракон превращается в огромный шар и направляется к Юдзи, но сильный ветер разрушает дракона и ослепляет его. Когда Юдзи понимает силу дракона, он использует мощное огненное заклинание и уничтожает все вокруг, превращая дракона в скелет. Лена и Лиза были поражены силой Юджи, так как не ожидали, что он обладает такой магической силой. Команда возвращается в деревню и сообщает секретарю, что они выполнили свою миссию. Секретарь спрашивает, собрали ли они информацию о земном драконе. Юджин отвечает, что они убили дракона. Это шокирует секретаря, и она радуется, что они сделали больше, чем требовалось, и поймали Родеса и его банду, которые строили против них козни. Рёерт сообщает об этом местным властям и удивляется силе команды, особенно Юджи. Команда получает награду в размере 14 миллионов шейхов золотом за свою работу. Позже Рёерт говорит Юджи, что хочет поговорить с ним о чем-то важном, и приглашает его на встречу с деревенскими чиновниками. Рёерт рассказывает им о синем драконе и говорит, что привел с собой человека, который знает о нем больше, Юджи. Он просит Юджи нарисовать дракона по памяти, чтобы узнать о нем больше, и Юджи использует заклинание образной памяти и рисует точный рисунок синего дракона, которого видел слайм. Зрители удивляются, увидев, что рисунок похож на изображение в книге легенд Стейла, в которой, по его словам, очень мало информации о драконе. В легендах говорится, что когда синий дракон появился в последний раз много лет назад, он уничтожил целый континент всего за 3 дня. Здесь Рёерт спрашивает Юджи, как был побежден дракон из легенды, ведь наверняка есть способ победить его. Дейл говорит Риярду, что единственный выход — это найти спасителя с неограниченной магической силой, единственного человека, который сможет победить дракона. Рёерт вдруг вспоминает, почему дракон появился именно сейчас, и это потому, что они не провели необходимые ритуалы, которые должны были провести неделю назад. 30 лет назад было солнечное затмение, и в замке провели ритуал, который нужно было повторить ровно через 30 лет, но они этого не сделали. Возможно, это и стало причиной появления синего дракона. Внезапно небо меняет цвет и темнеет, и слизь сообщает им, что синий дракон стал больше. Юджа говорит, что чем темнее становится небо, тем больше становится синий дракон. Чиновники паникуют и говорят, что у них есть всего 3 дня, прежде чем они все умрут. Но Рёерт подбадривает их и говорит, что даже если монстр, с которым они столкнулись, это мифическое существо, а не катастрофа, они должны сопротивляться и держаться до конца. И что им не нужно ждать, пока смерть придет за ними. Наступает время обеда, и Лена и Лиза разговаривают с Юджи, сообщая ему, что они отправятся на миссию по убийству синего дракона на следующий день, так как за это участникам полагается большая награда золотом, подчеркивая, что они будут рядом с ним. Они доверяют Юджи и Слизи на 100%. Ночью Юджа встречается со Стайлом, священником, которого прислали из замка в деревню, и узнает больше о его характере. Он протягивает ему кинжал из неизвестного материала, который называется кинжалом Кетиса, и говорит, что никто в замке не умеет им пользоваться. Юдзи узнает, что этот кинжал усиливает магические способности воина и не ломается. Стайлз говорит Юдзи, что теперь кинжал принадлежит ему, и просит использовать его в битве с синим драконом. Ночью Юдзи сидит на кровати и думает о том, что произойдет завтра, когда он отправится в поход с Килией, чтобы сразиться с легендарным драконом. Он боится и переживает за жизни, которые будут потеряны в этой битве. Внезапно к нему обращается Слизь и говорит, что дракон стал намного больше и сильнее, чем раньше. Юдзи вспоминает свои тренировки, когда он был молодым искателем приключений. Он вспоминает, как поднял руку и спросил учителя: «Что вы имеете в виду, когда говорите невероятно? Вы хотите сказать, что мое заклинание слабое?» Учитель отвечает, что он имел в виду, что оно невероятно мощное. Юдзи снова обретает уверенность в себе и в своей способности победить синего дракона. Той же ночью он с Лис и Волк отправляются на битву с драконом, не предупредив деревню. Они видят, что дракон парит в воздухе и не двигается, черпая энергию из меняющихся цветов неба и леса, чтобы со временем стать сильнее и больше. Юдзи просит Слизь пока держаться в стороне, и они все соглашаются помочь ему. Юдзи передает Слизню заклинание огня,
но оно не действует на дракона. Юдзи с помощью своей магической силы находит слабые места дракона, зная, что огонь с магией – его слабость. Дракон стреляет в Юдзи огненными стрелами, но Юдзи удается отразить их с помощью заклинания, защищающего от огня. Юдзи замечает, что дракон черпает энергию из леса, чтобы стать больше и сильнее. В этот момент слизь кричит Юдзи и спрашивает, что делать. Юдзи решает использовать кинжал Кефиса, который дал ему пастор Стейл, и комбинирует заклинание огня с кинжалом, чтобы уравновесить силу огня и силу священного кинжала. Затем Юдзи приказывает им спуститься и сразиться с драконом лицом к лицу. Пока они спускаются, их атакуют огненные лучи, которые Юдзи удается отразить с помощью заклинания. Затем он подбрасывает слизь вверх и использует заклинание щита, чтобы отвлечь дракона слизью. С помощью усиленного заклинания прыжка Юдзи удается добраться до дракона, который находится в небе на высоте более 50 метров. Он добирается до него и активирует заклинание огня судьбы с помощью кинжала и поражает дракона в голубой глаз, но дракон наносит ему мощный удар, от которого Юдзи отлетает в сторону горы. Осмотревшись, он понимает, что его магическая энергия или мана упала до нуля, а значит, его здоровье в очень плохом состоянии. Юдзи отражает огонь дракона с помощью щита. Юдзи начинает думать, как еще можно атаковать дракона, и решает использовать заклинание заморозки и ударить дракона током, чтобы он на время потерял сознание. Юдзи радуется этой новости и благодарит Рейерда за то, что тот его разбудил. Райерд выражает свою радость, что небо снова стало голубым, а миссия по уничтожению дракона была выполнена благодаря помощи верного соратника. Райерд объясняет, что покинул деревню после выполнения задания, и Юдзи задумывается о том, что это значит для команды и насколько важно доверие между ее членами. Райерд подчеркивает важность взаимного доверия и сотрудничества между членами команды и напоминает Юдзи, что он может рассчитывать на поддержку и силу команды. Он предлагает, чтобы в будущем, когда Юдзи столкнется с новыми трудностями, он обращался за помощью к команде, а не пытался справиться с ними в одиночку. Этот разговор способствует укреплению командной работы и взаимопонимания между членами команды, и Юдзи начинает ценить вклад каждого в их совместные успехи. Позже Юдзи с разочарованием узнает, что экспедиция отменена, но понимает, что такова жизнь искателя приключений и связанные с ней риски. Он задается вопросом, что будет дальше, и спрашивает Тину и Лизу, куда им стоит отправиться. Тина и Лиза предлагают Рикардо в качестве возможного места назначения, описывая его как город с красивыми местами и теплой атмосферой, где можно отлично повеселиться и вкусно поесть. Юдзи интересуется, не происходят ли в этом городе странные вещи, например, не меняется ли цвет неба или не появляется ли мифический дракон. Но Тина и Лиза уверяют его, что такое случается редко и что они живут в относительно стабильном мире. Попрощавшись с Тиной и Лизой, Юдзи видит, как слизь, сама того не зная, бродит рядом с ними. И уверенно отправляется в новое будущее вместе с волком и слизью, готовый ко всему, что может произойти. Они направлялись в город Рикардо. Там появилась женщина по имени Друид. Юдзи уже спасал и помогал ей раньше. Она говорит ему: «Скорее иди туда, где ты убил дракона. Теперь там растут красные и синие грибы. Мне нужна твоя помощь, чтобы собрать их, потому что я не смогу сделать это сама». Юдзи отвечает: «Нет проблем, но могу я узнать, для чего тебе эти грибы?» Она отвечает: «Я могу использовать их для приготовления целебных и магических зелий. Например, из красных грибов я могу сделать зелье мудрости, а из синих зелье, увеличивающее магическую энергию, которая восстанавливает силы после использования магии». Юдзи удивлен ее словам, потому что ему очень нужны эти зелья из-за недостатка энергии после сражения с драконом. Он говорит: «Я помогу тебе, но можешь ли ты дать мне немного зелий?» Друид соглашается. Юдзи просит слизь собрать все грибы. Они смогли сделать это за несколько секунд, и друид начала готовить зелье маны. К ее удивлению, оно не синего цвета, потому что вода не чистая. Юдзи говорит: «Ничего страшного. Мы можем очистить воду, нагревая ее и собирая чистую воду после испарения и конденсации. У нас будет чистая вода, но это займет некоторое время». Друид говорит: «Это зелье похоже на цвет магических камней. Помнишь, когда мы впервые встретились?» Юдзи вспоминает, как вытащил ее из кома, когда она потеряла энергию, тем самым восстановив часть ее сил и вернув к жизни. Она благодарит его за спасение и говорит, что кто-то использовал против нее магический камень, который высосал всю ее энергию. Юдзи использует заклинание, чтобы снять проклятие с камня. Внезапно из камня появляются призраки и демоны, и Юдзи использует другое заклинание, чтобы уничтожить их вместе с камнем. Дрейерд благодарит его за помощь и говорит, что обязана ему жизнью. Юдзи спрашивает, почему зелье такого же цвета, как и камень с проклятием. Друид отвечает, что по ее мнению это потому, что магические камни сделаны из пруда с драконами, в котором содержится огромная сила, полученная из мест, где умирают драконы. Эта сила заставляет расти красные и синие грибы. Пруд с драконами не является ни хорошим, ни плохим, но в плохих руках он может уничтожить целый лес. Слайм говорит Юдзи, что процесс очистки воды задерживается. Наконец, Дрейерд готовит зелье для Юдзи. Она говорит, что это зелье мудрости и маны, которое она обещала ему. Теперь она возвращается в лес Дрея. Они прощаются и расходятся. Юдзи продолжает путь в город Рикардо, но в воздухе появляется туман, из-за которого ничего не видно. Юдзи активирует карту и говорит Волку и Слайму, что если они пойдут в этом направлении, то доберутся до Рикардо. Волк говорит, что чувствует поблизости людей. Через несколько шагов
шагов они оказываются в маленькой деревне. Волк и Слайм спрашивают Юдзи: «Это город Рикардо?» Юдзи отвечает, что нет, Рикардо еще далеко отсюда. Они входят в деревню и с удивлением видят, что все жители смотрят на них со странными улыбками, все без исключения. Слайм спрашивает Юдзи, почему все так улыбаются. Что-то здесь не так. Они встречают старосту деревни, который говорит Юдзи: «Добро пожаловать, мы должны помочь вам в вашем путешествии. Вы не можете идти дальше в таком тумане. Может, останетесь здесь на ночь, а утром продолжите путь?» Юдзи отвечает: «Нет, спасибо, я пойду дальше». Мужчина отвечает: «Ничего страшного, можно спросить, что привело вас в нашу уединенную деревню?» Юдзи отвечает: «Я направлялся в город Рикардо, но заблудился из-за тумана». Пока они разговаривают, Юдзи замечает, что жители деревни стоят у окон и смотрят на них. Мужчина извиняется за них, говоря: «Не принимайте их всерьез. Они редко видят незнакомцев в деревне». Когда они продолжают свой путь, Слайм говорит Юдзи, что в деревне не хватает еды и никто не может ее раздобыть. Улыбки жителей деревни кажутся очень странными. Юдзи отвечает: «Да, в этой деревне действительно что-то странное. Но давай продолжим путь». Мы возвращаемся к загадочному мужчине, который разговаривает с кем-то по хрустальному шару. Он говорит: «Не беспокойтесь, он просто искатель приключений, который заблудился и случайно попал в нашу деревню. Он просто укротитель, не стоит его бояться. Мы готовы ко всему. Завтра мы соберем драконий бассейн в лесу наслаждения и, наконец, очистим мир». Юдзи, Волк и Слайм продолжают подниматься на холм, чтобы, наконец, добраться до города Рикардо. Слизни взволнованы, они голодны и надеются найти здесь вкусную еду, может быть, большую рощу, где можно отдохнуть. Они в шоке, когда видят, что город полностью покрыт снегом и ничего не видно. Из-за сильного холода Юдзи использует заклинание, чтобы согреться. Когда они подходят к городским воротам, стражники приветствуют их и сообщают, что город уже 10 дней как засыпан снегом, и это впервые за всю историю города. Стражники спрашивают, что привело их сюда. Юдзи отвечает, что слышал, что у вас особенная еда. Юдзи входит в город и вспоминает слова стражника. «Вы пришли по адресу. Вам нужно пойти в ресторан «Тигровое пламя». Прогуливаясь по городу, он замечает, что никого нет, все окна закрыты и нигде никого не видно. Наконец он приходит в ресторан и удивляется, когда шеф-повар говорит ему, что, к сожалению, сегодня мы закрыты. Юдзи спрашивает, когда они будут открыты завтра. Она отвечает, что мы всегда закрыты, потому что для приготовления еды нужны дрова, а все жители города отчаянно нуждаются в тепле, поэтому нам пришлось отдать им наши дрова. Пока она говорит, Юдзи замечает, что ресторан выглядит хорошо, а еда вкусная, и что нужно сделать все возможное, чтобы здесь поесть. Юдзи говорит: «Значит, вам нужны дрова, чтобы готовить еду, верно?» Она отвечает: «Да, но даже если вы попытаетесь срубить деревья сейчас, это бесполезно, потому что недавно срубленные дрова не подходят для приготовления пищи из-за высокого содержания влаги». Юдзи говорит: «Я посмотрю, что можно сделать». Юдзи выходит и спрашивает слизней, какое дерево можно использовать для приготовления пищи, но никто не знает. Он использует заклинание, чтобы получить волшебный топор, которым можно срубить целый ряд деревьев, быстро распилить их на дрова одинакового размера и высушить, чтобы они годились для приготовления пищи. Юдзи возвращается в ресторан и показывает повару образец дров. Су-шеф говорит, что дрова выглядят хорошо, но он покажет их шефу, чтобы тот решил, подходят они для приготовления пищи или нет. Когда шеф-повар видит дрова, он говорит Юдзи, что они слишком сухие и из них нельзя приготовить ничего хорошего. В дровах должно быть определенное количество влаги, чтобы они подходили для приготовления пищи. Тогда Юдзи использует слизней, чтобы увеличить влажность дров. Шеф-повар удивлен, что нашел идеальные для приготовления пищи дрова, и говорит, что теперь можно включать духовку. Юдзи просит слизней сделать так, чтобы все собранные дрова имели одинаковое содержание влаги. Шеф-повар поражен способностями слизней и обещает приготовить что-нибудь вкусное. Наконец, еда готова, и когда Юдзи пробует ее, он чувствует, что ест что-то невероятно вкусное. Съедает все за считанные секунды и говорит шеф-повару, что хочет есть такую еду каждый день. Шеф-повар шокирует его и говорит, что это еще не самое лучшее, что он может предложить. «Ты еще не пробовал мое самое вкусное блюдо». Юдзи говорит, что завтра придет попробовать твои блюда. Но пока что, как говорит помощник повара, мы не можем использовать все эти дрова только для готовки, потому что они нужны горожанам для обогрева. Юдзи обещает, что он раздобудет для них дрова и направляется в гильдию искателей приключений. Там ему говорят, что от него требуется только собирать дрова, не встречаясь с монстрами и не выполняя никаких других заданий. Юдзи регистрируется как сборщик дров, и ему сообщают, сколько дров нужно и где их можно найти. Он отправляется к сборщику дров по имени Водка. Когда Юдзи встречается с Водкой, тот говорит, что в городе не хватает дров, потому что им нужно 5 тонн в день, а они столько не производят. Водка говорит, что другие деревни предлагали помощь, но у них не хватает дров. Юдзи спрашивает про деревню, мимо которой он проходил, и Вака отвечает, что она давно заброшена и вряд ли они бы предложили помощь. Вака советует ему взяться за работу и посмотреть, что получится, но предупреждает, что не стоит перенапрягаться, потому что он выглядит слабым и не сможет рубить деревья самостоятельно. Юдзи использует свой волшебный топор, чтобы срубить целый ряд деревьев, и солдаты в Ватке поражаются его сверхчеловеческим способностям. Юдзи спрашивает, какого размера нужны дрова, и планирует распилить деревья на части нужной длины.
Когда Вака возвращается в гильдию искателей приключений, все удивляются, сколько он сегодня сделал. Вака говорит работнику, что за эту работу нужно поблагодарить новичка по имени Юдзи, у которого есть необычные способности. Юдзи удалось собрать достаточно дров, чтобы обеспечить город на 3 дня. Когда Юдзи подтвердил, что собрал достаточно дров, все были поражены его сверхчеловеческими способностями. Юдзи сказал ему продолжать работать и принести еще дров, и Юдзи действительно смог собрать еще дров. Юдзи получает оплату от гильдии искателей приключений за свою работу, а после тяжелого дня спит с волком и слизнем. На следующий день повар угощает Юдзи новым блюдом, и слизень с волком с удовольствием его пробуют. Юдзи наслаждается едой и говорит, что это самое вкусное блюдо, которое он когда-либо ел. Юдзи благодарит повара и заказывает еще одно блюдо, но повар говорит, что это не самое лучшее блюдо, потому что ему не хватает некоторых трав, необходимых для рецептов, из-за присутствия монстров в поле. Юдзи решает пойти и сразиться с монстрами, которые мешают повару собирать травы. Когда Юдзи приходит на поле с травами, он делит слизней на 2 команды, чтобы они сразились с монстрами и уничтожили их. Во время путешествия слизни встречают первого монстра на своем пути. Они просят Юдзи использовать заклинание, чтобы помочь им победить монстра. Юдзи использует заклинание огненного шара, и слизни атакуют монстра, убивая его. Слизни продолжают искать монстров в лесу и уничтожать их одного за другим. После этого Юдзи и Друид отправились на разведку и нашли магический шар синего цвета. Дрейерт объяснил, что форма шара напоминает проклятые магические камни, которые поглощают магию и ману, где бы они ни находились. Возможно, именно поэтому в городе похолодало. Магические шары, подобные найденному, поглощают магию и энергию из того места, где они находятся. Если энергии в каком-то месте мало, там становится холодно. И наоборот, если энергии много, то там тепло или даже жарко, как в вулкане. Юдзи спрашивает Дрейерда, как создаются магические шары и существуют ли они сами по себе, или это результат сверхъестественного вмешательства. Дрейерд объясняет, что кто-то проделал эту работу. Юдзи произносит заклинание, чтобы очистить шар от проклятия и лишить его магической силы. Затем он просит слизь поискать шары, похожие на магический шар. Он понимает, что в лесу, окружающем город, есть 108 шаров, и они расположены определенным образом, и он думает, что в центре может быть ключ к решению проблемы. Добравшись до центра, он замечает, что там нет ничего, что могло бы помочь снять проклятие. Он подозревает, что кто-то замаскировал и направил проклятые шары в лесу. Он считает, что это часть большого заговора, так как лес был перестроен таким образом. Оказавшись внутри, Юдзи решает использовать огненное заклинание на полную мощность, чтобы вырыть яму на большой глубине. В этот момент они обнаруживают скрытый подземный вход. Юдзи взволнованно говорит: «Давай посмотрим, что там внутри». Слизь замечает волнение Юдзи и говорит: «Кажется, Юдзи очень взволнован». Юдзи отвечает, что хочет спасти этот город по одной причине. «Я хочу спасти этот город только по одной причине. У них вкусная еда». Когда они подходят ко входу, Юдзи просит слизняка обыскать это место и найти что-нибудь, что поможет снять проклятие с города Рикардо. Юдзи предполагает, что Дрейерт вернулся в лес, чтобы продолжить поиски там. Юдзи начинает осматривать это место и обнаруживает огромные генераторы энергии и передовые технологии. Он понимает, что генераторы используют энергию магических камней, чтобы распространять проклятие по городу. Внезапно они замечают 2 рабочих, которые потрясены тем, что оборудование внезапно перестало работать. Они думают, что всему виной метеорит, и решают как можно скорее сообщить об этом происшествии мистеру Чафру. Юдзи понимает, что Чафр отвечает за магические камни и приказывает слизняку следовать за рабочими, пока он и волк будут наблюдать за ними сверху. Юдзи связывается со слизняком и сообщает, что рабочие вошли в дверь и заперли ее, но можно войти через боковую дверь, которая, похоже, тоже заперта. Когда слизняк добирается туда, они с удивлением обнаруживают, что ворота полностью закрыты, а по бокам от них есть ручки. Луиджи советует рабочим одновременно повернуть обе ручки, чтобы открыть ворота, и его план срабатывает. Волк и Юдзи замечают, что теперь они находятся на одном уровне со слизняками согласно карте. Но у слизняков есть еще одна проблема. Они упираются в тупик и должны подняться по лестнице на крышу здания. Поднимаясь по лестнице, Юдзи замечает, что дорога заканчивается у обрыва, и в этот момент слаймы оказываются в старой деревне, жители которой странно улыбались, когда они впервые вошли в деревню по пути в город Рикардо. Юдзи понимает, что деревня не такая обычная, как он ожидал, и слайм прячется, чтобы понаблюдать за рабочими, которые разговаривают со стражником. Рабочие говорят, что оборудование было повреждено метеоритом, упавшим на лабораторию. Как только Юдзи видит сцену, за которой наблюдает слайм, он понимает, что жители деревни — это синяя луна спасения, которые верят, что весь мир погряз в грехе и должен быть очищен и уничтожен, чтобы мир мог спастись. Юдзи узнает, что эта группа выбрала заброшенную деревню своим убежищем и центром операций,
и что именно они построили все подземные машины, чтобы использовать магические камни для проклятия города Рикардо и вызвать волну холода. Когда Ксавьер понимает, в чем дело, он собирает всех членов банды и приказывает им разойтись по лесу и собрать 108 магических руд. Они считают, что это их единственная надежда восстановить и снова использовать оборудование, используя их как магические камни, которые можно использовать для распространения проклятия на соседние города. В это время стражник говорит, что нужно действовать быстро и не допускать, чтобы кто-то видел их в лесу, а значит, нужно убивать всех свидетелей на месте. Когда Юдзи слышит слова стражника, он приказывает Слайму войти в лес, обыскать его и арестовать всех, кто принадлежит к банде. Он также приказывает некоторым слизнякам следить за бандой Голубая Луна, которая все еще находится в деревне, и выяснить, что они замышляют. Слизни понимают, что в деревне осталось всего 5 членов банды. Пока они строят планы, некоторые слизни находятся под землей в странной на вид и странно освещенной библиотеке. Юдзи приказывает им собрать все книги и документы, которые там лежат, и быть готовыми к побегу. Когда слизняки ловят кого-то из членов банды в лесу, оказывается, что они собирались покончить с собой, используя яд, который был у них во рту. На случай, если кто-то узнает об их плане, Юдзи приказывает слизнякам поймать всех членов банды, чтобы спасти невинных. В то же время у подземных слизней возникают проблемы, потому что они не могут пройти через одни ворота. Юдзи приходит к выводу, что для открытия ворот нужно зажечь свечи, которые к ним подключены. Он приказывает слизнякам встать у 5 свечей и зажечь их одновременно. Ворота открываются, и они с удивлением обнаруживают сокровищницу с золотом и драгоценностями, которые собрали члены банды Голубая Луна. В этот момент слизняк предупреждает Юдзи, что кто-то идет. Когда человек заходит, ворота открыты, а внутри ничего нет, значит, все их богатство украдено. Человек сразу же сообщает деревенскому стражнику о том, что видел, и все понимают, что это произошло не из-за метеорита или другого природного явления, а было результатом чьего-то злого умысла. Деревенский стражник расстроен тем, что все их секреты и богатства были украдены, и спрашивает, почему их до сих пор не убили. Стражник объясняет, что тот, кто проник в деревню, скорее всего знал об их самом мощном оружии, очищающем пламени, которое активируется только после смерти всех жителей деревни. По этой причине их до сих пор не убили. Услышав слова деревенского стражника и увидев, что они готовятся активировать очищающее пламя, Юдзи приходит в ужас и растерянность. Он понимает, что они собираются использовать смертоносное оружие, чтобы уничтожить всех жителей деревни. Юдзи приказывает слизнякам быстро отступить и использует заклинание, чтобы защитить их и вывести из деревни. Затем Юдзи активирует антимагическое заклинание рядом с защитным, чтобы защитить деревню. Но в следующее мгновение активируется очищающее пламя, и все жители деревни погибают. Ситуация становится критической, и Юдзи чувствует отчаяние и грусть из-за потери невинных людей. Он потрясен и опечален случившейся трагедией, и теперь страдает от того, что не смог предотвратить это. Земля внезапно раскололась пополам, и вырвалось очищающее пламя. Не осознавая своей истинной силы, Юдзи использовал защиту, чтобы сдержать взрыв пламени. Но вскоре он понял, что его защита слишком слаба, чтобы противостоять очищающему пламени, и его доспехи начали трескаться. Из доспехов вырвались языки пламени, и взрыв чуть не уничтожил Юдзи. Слизни в ужасе закричали, что черный огонь их прикончит. И тут Юдзи пришла в голову идея. Он встретил огонь ледяным заклинанием, одновременно произнося заклинание рассеивания. Юдзи создал единую матрицу из льда и мантры, которая поглотила взрыв и уничтожила его. Его магическая сила ослабевала, но он продолжал применять магию, чтобы сдержать пламя. Наконец он смог сдержать очищающее пламя и защитить город Рикардо и его жителей от разрушения. Юдзи не понимал, как он смог так долго противостоять пламени, когда его друг был в плохом настроении. В этот момент из-под земли вылез волк, который прятался и боялся огня. Слайм посмеялся над ним и сказал Юдзи, что сегодня он останется без еды. Наконец Юдзи вернулся, и горожане встретили его и успокоили, сказав, что это из-за 2 взрывов, о которых они слышали в тот день. Они спросили его, где он был сегодня. Неужели он все это время убивал монстров на поле с травами? Конечно, Юдзи знал, что они имели в виду взрыв, который он устроил в подземной лаборатории, а также взрыв очищающего пламени, которое только что уничтожило ее. Он, конечно, не сказал им, что это сделал он. Пока жители города обсуждают взрывы и приходят к выводу, что это, возможно, результат метеоритного дождя, Талус наконец начинает таять, что вызывает у них подозрения о связи между метеоритами и таянием Талуса. Город постепенно возвращается к нормальной жизни, и люди успокаиваются после нескольких дней споров и тревог. Рано утром Юдзи наконец вдыхает свежий теплый воздух, которого ему так не хватало с тех пор, как он приехал в город. Он впервые с момента приезда чувствует себя спокойно. 2 горожанина приглашают его на вечеринку, чтобы отпраздновать возвращение города к нормальной жизни. Юдзи присутствует на вечеринке в качестве почетного гостя, и его чествуют за его огромный вклад в помощь жителям города во время кризиса. Люди благодарят Юдзи за дрова и тепло, которые он им предоставил в трудные времена, и за все, что он сделал для них в это непростое время. Когда Юдзи садится за стол, он получает благодарность от жителей и помощника повара за то, что он помог очистить поле от монстров. Они выражают свою признательность за все, что он сделал для них.
Шеф-повар демонстрирует особое блюдо, которое они приготовили из трав, собранных жителями с безопасного поля. Юдзи наслаждается каждым моментом и берет первую ложку, и в этот момент он переполнен радостью и чувствует то, чего никогда раньше не чувствовал. Юдзи выглядит счастливым и улыбается, даже несмотря на то, что потерял сознание. Все поражены его счастливым выражением лица и задаются вопросом, почему он так счастлив, даже находясь в коме. Конечно, Юдзи рад, что наконец-то попробовал лучшую еду в своей жизни, и выражает это своей яркой улыбкой и глубоким счастьем, к большому удивлению всех на вечеринке. Когда Юдзи приходит в себя, он понимает, насколько важны документы, которые были в библиотеке спасения Луны. Он просит знак, чтобы достать все книги и документы, но с ужасом обнаруживает, что чернила исчезают, как только он на них смотрит, что означает, что к ним нельзя получить доступ из-за магии. Однако Юдзи находит только один документ, где чернила не исчезают, и, изучив его содержание, он обнаруживает, что там список людей, которых нужно убить. Юдзи понимает, что должен действовать быстро, чтобы предотвратить эти ужасные преступления. В то же время двое членов банды «Голубая Луна» убивают людей и захватывают крепость. Юдзи все чаще приходится сталкиваться с этими преступлениями и предотвращать хаос, который они пытаются устроить. Поскольку имя Юдзи указано в списке кандидатов на убийство, над его жизнью нависла опасность. Двое членов банды «Голубая Луна» наблюдают за ним, решая, заслуживает ли он смерти и какую угрозу он представляет для банды. Юдзи появляется вместе со Слизнем и Волком после того, как они покидают город Рикардо, где Слизень и Волк выражают свою печаль из-за разрушения и потери вкусной еды, которую им готовил шеф-повар. Юдзи нервничает и боится, что его могут убить, но понимает, что должен сохранять спокойствие и быть начеку. Ему нужно действовать мудро и быстро, чтобы защитить себя и жителей города от этой потенциальной угрозы. Он вспоминает, как покидал город, как отдал свои документы секретарю гильдии воинов и спросил, куда ему лучше отправиться. Секретарь предлагает город Буджа, который славится своей броней для монстров, и мастерскую Джагеля, которая считается лучшей в изготовлении брони. Секретарь дает Юдзи адрес Буджи и объясняет, как добраться до мастерской Джагеля. Юдзи хотел бы найти в Буджи ту знаменитую еду, которая ему так понравилась в Рикардо. Пока Юдзи отдыхает под деревом со Слизнем и Волком, за ними наблюдают два бандита, планируя убить его прямо сейчас. Девушка выражает беспокойство по поводу растущего числа погибших в соседних городах и подчеркивает, что не стоит привлекать к их банде слишком много внимания. Гильдия рыцарей решает, что они будут присматривать за Юдзи в течение дня, чтобы понять, насколько он для них опасен. Тем временем Слизень продолжает передавать всю информацию и разговоры между членами гильдии, позволяя Юдзи полностью разобраться в ситуации. Юдзи рад, что они решили покинуть город Рикардо, так как в этих городах орудует банда Синей Луны. Юдзи говорит, что знает, что члены банды Луны Спасения – опытные мечники и понимает, что они представляют серьезную угрозу своим оружием. Слизень предлагает убить их сразу, чтобы устранить угрозу, но Юдзи говорит, что такое решение сделает его главной целью банды, что сделает его еще более уязвимым. Юдзи думает, что лучший вариант – показать членам банды, что он не представляет для них угрозы, и таким образом убрать его из списка на убийство. После этого он сможет подумать, как избавиться от банды, не привлекая внимания. Юдзи отправляется в город Юджиния, где посещает мастерскую Джиглза. Члены банды Луны Спасения соглашаются, что Юдзи, похоже, мастерски приручает монстров. Особенно после того, как он решил отправиться в город Юджиния, чтобы купить доспехи для своих монстров. Они считают, что трясти – это лучший способ достать доспехи, но замечают, что у Юдзи недостаточно денег, чтобы купить их, и поэтому его увольняют из мастерской. Позже они видят, как Юдзи попадает в неловкую ситуацию, когда сталкивается с другим человеком, и замечают, что он не умеет себя вести в таких ситуациях. Они решают украсть у него деньги, пока он покупает еду для себя и слизняка, но Юдзи обнаруживает, что деньги пропали. Игра начинает интересоваться личностью Юдзи и тем, как он продолжает приручать слизняков, не имея денег. Они с удивлением наблюдают, как Юдзи собирает деньги, разбросанные по полу, с помощью слизняков. Они задаются вопросом, на что еще способен укротитель, и действительно ли Юдзи укротитель. Чтобы продолжить представление, Юдзи пьет алкоголь, чтобы казаться беспечным и равнодушным, намеренно обманывая их, чтобы они думали, что он не представляет для них угрозы. Поэтому Юдзи отправился в ночную гильдию Бугенвилля, чтобы подать заявку на задание по убийству бычьих монстров. Они сказали друг другу, что это задание скорее легкое, чем сложное, но по крайней мере они увидят, как Юдзи сражается, и смогут составить свое мнение о его боевом стиле. Юдзи отправился сражаться с быками, а банда спряталась и наблюдала за ним. Юдзи сказал слизняку: «Стой в стороне, потому что мы не хотим показывать нашу истинную силу наблюдающей за нами банде. Мы хотим показать им, что наши боевые навыки средние, ничем не примечательные, и что мы не представляем для них угрозы». Юдзи просит Волка сразиться с быками, потому что Юдзи – укротитель монстров, который сражается с монстрами с помощью прирученных им существ, включая Волка. Юдзи был в ужасе, увидев 3 быков перед собой, но был потрясен,
шокирован, когда понял, что легко победил одного из них, даже не двигаясь. Юдзи вспомнил, как впервые увидел волка и хотел напасть на него и на слизь, но смог сдержать его с помощью заклинания. Юдзи также создал заклинание, чтобы телепатически общаться с монстрами, чтобы они понимали его слова. Волк извинился перед Юдзи и попросил его не убивать его. Юдзи спросил его: «Ты не против стать одним из моих монстров?» Волк согласился дружить с Юдзи и слизью. Юдзи подумал: волк явно сильнее, чем я думал. Волк напал на двух других быков и легко убил их. В этот момент команда обсуждала силу волка и то, что Юдзи явно был мастером в приручении зверей и смог научить волка боевым искусствам. Юдзи был раздосадован, что план не сработал так, как он хотел. Он использовал заклинание, чтобы сделать быков намного сильнее, чем раньше, чтобы они могли победить волка или хотя бы сравняться с ним по силе. Они снова напали на волка изо всех сил, и волк убил их всех. Но Юдзи использовал заклинание, чтобы вернуть монстрам полную силу. Волк был недоволен тем, что его сила сильно ослабла. В этот момент члены банды передумали и решили, что волк не так силен, как они думали, и что Юдзи просто обычный укротитель. Юдзи был рад, что план сработал, но он был шокирован, увидев, что волк готов снова сражаться с быками. Юдзи использовал заклинание, которое многократно усилило быков, но он был шокирован, когда понял, что переоценил их силу. Он решил использовать то же заклинание на волке, чтобы уравнять их силы. Но волк не послушал Юдзи и сказал, что хочет сразиться с монстрами сам. Волк напал на монстров со всей своей мощью и с трудом их победил. Банда сказала, что волк был недостаточно силен, потому что он победил быков-монстров, хотя и потратил на это много времени. Юдзи был рад, что его план сработал, но вдруг один из быков проснулся и напал на Юдзи. Он невольно приготовился к бою и призвал магический меч, чтобы убить чудовище. Банда была в шоке от увиденного. Они не понимали, как укротитель монстров мог призвать магический меч. Они поняли, что Юдзи не обычный укротитель монстров. Юдзи не знал, что делать, боясь, что его план провалится, когда он показал часть своей силы. Но он сделал вид, что призвал меч случайно и непреднамеренно. Он хотел, чтобы они думали, что он новичок. В конце концов, они убедились, что Юдзи не знал, что делает, и что его призыв меча был просто совпадением. Они решили, что Юдзи не представляет для них угрозы, и отпустили его. Юдзи наконец-то смог избавиться от них, не привлекая их внимания, и почувствовал облегчение. Но слизь сказала ему, что они обсуждали новый план убийства. Ночью Юдзи наблюдал, как члены банды разговаривали с лидером банды «Голубая луна искупления» по магическому шару. Члены банды сказали: «Мы целый день следили за Юдзи, но поняли, что он не представляет для нас угрозы». Лидер ответил: «Хорошо, но сейчас у нас большие проблемы, потому что заброшенная деревня полностью разрушена, а пламя очищения активировано. Это значит, что кто-то организовал заговор против нас и разрушил наш план в заброшенной деревне». Они спросили: «Этот человек наша следующая цель?» Лидер ответил: «Мы пока не знаем, кто он, но ясно, что он рыцарь первого класса. Что сейчас важно, так это сосредоточиться на цели». Лидер попрощался с ними и пожелал удачи в миссии. Из их слов Юдзи понял, что их следующей целью было убить старика Стейла, которому он дал кинжал, чтобы тот сразился с легендарным синим драконом. Юдзи тут же применил заклинание к слизню, который шпионил за ними, и заморозил их, прежде чем они успели напасть на слизня. Юдзи задумался, почему банда «Голубая луна искупления» охотится на старика Стейла, но успокоился, что избавился от опасности до того, как они его убили. На следующий день Юдзи вернулся в мастерскую Джигла. Работник сказал ему: «Разве это не ты вчера приходил и у тебя не было денег?» Юдзи сказал, что теперь у него есть деньги, и он хочет броню для своих монстров. Работник ответил: «Ты имеешь в виду броню для слизней? Тогда проваливай отсюда. Броня Джигла никогда не подойдет слизню». Внезапно появился Дживал и сказал работнику: «Разве это не ты сам отказываешь клиентам? Я решаю, подходит ли моя броня слизням или нет». Юдзи спросил: «Ты укротитель этих слизней?» Юдзи ответил: «Да». Джагел начал ругать работника: «Это самые сильные клиенты, которых я когда-либо видел, а ты им отказываешь». Юдзи подумал: очевидно, Джигл оценил нас с первого взгляда. «К сожалению, у меня сейчас нет брони для таких сильных монстров, как слизни, но я могу сделать специальную броню для них». Джигл сказал ему. Юдзи согласился, но Джигл добавил: «Но есть одно условие». Джигл посмотрел на вулкан рядом с городом Будня, где среди лавы появляется огромный монстр. Юдзи сказал, что ему нужны драгоценности, добытые у красных и синих драконов, которые живут на вулкане. Это потому, что слизни и волки – одни из самых сильных монстров, и им нужна броня, которая будет достаточно прочной, чтобы противостоять им. Эти драгоценности – единственное решение, но Джигл предупреждает, что синих драконов очень трудно победить, и никто в их городе никогда не побеждал их. «В любом случае, я готов сделать броню, которую ты хочешь, как только ты принесешь мне эти драконьи драгоценности», — сказал ему Джигл. После этого Юдзи отправился в гильдию рыцарей в городе Евгения и попросил секретаря дать ему задание на убийство красных и синих драконов, чтобы победить их. Секретарь была шокирована словами Юджи и спросила его, как он собирается победить всех этих драконов, если он всего лишь укротитель монстров. Юджи ответил ей, что будет использовать против них магию и легко с ними справиться. Тогда секретарь сказала ему, что против них нельзя использовать магию,
потому что камни в их телах делают их устойчивыми к магии. Обычные атаки не причинят им вреда, потому что их кожа толстая и прочная. Но их слабость – вода. Но носить воду и поднимать ее на вулкан очень сложно. Юджи сказал ей, что это ерунда. Они могут использовать магию, чтобы создать воду. Секретарь разозлилась и сказала, что на подготовку такого количества воды уйдет много магии, и нет никого, кто мог бы использовать такую мощную магию. Юджи ответил ей: «Не волнуйтесь, у меня достаточно магической силы, чтобы призвать воду. Есть еще одна проблема. Чтобы добраться до вулкана, ему нужно пересечь реку. В этой реке живет огромная рыба-людоед по имени Пирена. Она плавает на поверхности воды, и если она тебя поймает, считай, что ты для нее легкая добыча». Юджи сказал ей, что хочет выполнить это задание, как и задание с драконами. Когда Юджи подошел к реке, он увидел, что слизь разговаривает с другим красным слизнем. Юджи был удивлен, увидев красных слизней, которые оказались прирученными монстрами, как и слизь. Красный слизень спрашивает их о том, активен ли вулкан, на что они отвечают, что это спящий вулкан. Они решают помочь Юджи и слизню и, наконец, добираются до реки, где, по словам секретаря, обитает Пирена. Но Юджи ничего не заметил на поверхности воды и не смог разглядеть, что там дальше. Он спросил слизняков, умеют ли они плавать, но они не умели. Юджи использовал заклинание в виде сети, чтобы опустить их в воду и найти Пирену. Там они заметили глубокую яму, и один из слизняков отправился исследовать ее, а другой красный слизняк пошел ему помогать. Вдруг они оба убежали и оплакивали Юджи и слизняка, а потом появилась пиранья. Юджи поймал ее слизнячьей сетью и вытащил из воды, но она сумела выбраться из сети. Юджи использовал заклинание заморозки, и они подумали, что убили ее, но она сумела разбить лед и снова напасть на них. В этот момент Юджи использовал огненное заклинание и убил ее. Юджи переправляется через реку со слизняками и волком, и они видят, что драконы окружили вулкан. Слизняки боятся драконов и трясутся от страха, потому что их мама рассказывала им истории о том, какие драконы сильные и опасные. Юджи впервые узнает, что у слизняков есть мама. Юджи говорит им, чтобы они сразились с драконами, но они стоят на месте. Юджи решает сразиться с драконами один, сталкивается с драконом и использует против него водное заклинание. Юджи понимает, что слова секретарши были правдой и что драконы боятся воды. Когда дракон умирает, из него выпадает красный камень, тот самый, о котором говорила Джигл. Когда слизняки видят мертвого дракона, их уверенность возвращается и страх перед драконами исчезает. Они решили помочь Юджи собрать драгоценный камень, и Юджи передал им заклинание водной стихии, чтобы они смогли победить красных драконов в вулкане. Внезапно Юджи увидел синего дракона, и было ясно, что он намного сильнее красных драконов. Его чешуя была огромной и намного больше, чем у других драконов. Юджи приказал слизням окружить дракона, а затем передал им заклинание водной пушки. Но вода не подействовала на дракона, поэтому Юджи использовал заклинание льда среднего уровня, но дракон смог легко растопить лед. Юджи приказал слизням напасть на дракона, а затем передал им заклинание замораживания высокого уровня. Вокруг дракона образовался огромный ледяной шар, но из-за высокой температуры тела дракона он смог растопить весь лед. После этого дракон потерял силы и умер, а из его тела выпал синий драгоценный камень. Юджи сказал себе, что этот камень точно даст им более прочную броню, и сказал слизням: «Давайте закончим нашу миссию и убьем всех драконов в вулкане». Юджи провел остаток дня, передавая слизням заклинания водной стихии. В конце дня Юджи отчитался о проделанной работе. Секретарь была потрясена, узнав, что все это сделал укротитель монстров. Он убил 202 дракона, а также гигантскую пиранью. Секретарь поблагодарила его за отличную службу городу, а Юджи сказал ей, что пиранья не плавала на поверхности, а пряталась в глубокой яме, и он выманил ее на поверхность и убил. Секретарь пообещала исправить информацию и написать отчет для соседних городов. Она снова благодарит его. Затем Юджи идет в мастерскую Гагеля и спрашивает, когда тот сможет приступить к работе. Помощник Гагеля удивлен, что Юджи вернулся так быстро. Юджи показывает ему камень синего дракона, и Гагель удивляется, как Юджи удалось убить синего дракона в одиночку. Гагель говорит Юджи: «Похоже, ты сильнее, чем я думал. С помощью этого камня ты сможешь сделать лучшую броню для волка». Каджал еще больше удивляется, когда Юджи протягивает ему еще один камень синего дракона и просит сделать из него броню для слизняка. Гагель и его помощник поражены двумя камнями, и Юджи говорит, что он также принес украшения от красных драконов. Слизняк достает сотни красных камней, и Гагель говорит: «Эти камни невероятны». Юджи спрашивает, что он имеет в виду, и Гагель отвечает: «Эти украшения очень чистые и материал высокого качества. Я могу сделать самую прочную броню, которую знаю, как сделать». Юджи говорит: «Я рассчитываю на тебя». Гагель приказывает своему помощнику включить печь, чтобы расплавить и придать форму всем украшениям. Юджи взволнован и не может дождаться, когда увидит, что сделает Гагель. На следующий день Гагель делает броню для волка и еще одну для слизняка. Волк ощущает силу магической брони, и Юджи замечает, что скорость волка увеличилась в несколько раз, что поможет ему передвигаться и путешествовать. Даже движения слизняка стали гибкими и быстрыми. Юджи
Юдзи спрашивает Гагеля, насколько броня устойчива к магии, и Гагель отвечает: «Хочешь проверить ее прочность? Ну, попробуй, убедись сам». Юдзи управляет магической силой волка, увеличивая его силу и вес, чтобы проверить, выдержит ли броня магическую силу. Юдзи понимает, что броня цела и эффективна, но Гажел предупреждает его, что не стоит торопиться. Есть кое-что, что нужно попробовать, чтобы убедиться наверняка. Юдзи понимает, что Гажел не просто владелец мастерской, а профессионал и эксперт. Юдзи понимает, что Гажел имеет в виду передачу заклинаний монстрам, поэтому он передает слизню заклинание льда. Все сталкиваются с ледяной глыбой, которую вызвал слизень. Юдзи понимает, что броня увеличивает силу слизня примерно в 10 раз. Юдзи просит Гажела сохранить увиденное в тайне. Гажел отмечает, что броня все еще не подходит для слизня из-за его огромной силы, которая может разрушить броню, если Юдзи передаст больше одного заклинания. Гажел говорит, что это лучшее, что я могу сделать из тех материалов, что у меня есть. Юдзи спрашивает, может ли он сделать что-то более прочное, если у него будут лучшие материалы, чем украшения из драконьих камней. Юдзи возвращается в отель, вспоминая слова Гажела о том, что он может сделать более прочную броню с помощью камня огненного дракона. Проблема в том, что охотиться на огненных драконов невозможно. Огненный дракон живет внутри лавы и время от времени появляется, но ничего не делает, потому что никто не осмеливается плеснуть на него водой или вступить с ним в схватку. Юдзи задается вопросом, повлияет ли появление огненного дракона на активность вулкана. Станет ли вулкан активным? В это время слизень говорит ему, что красные драконы вернулись к жизни и стали сильнее, чем раньше. Юдзи говорит всем быстро отправляться к вулкану и искать там кого-нибудь, потому что это ненормально. Слизь говорит ему, что двое людей уже направляются к вулкану. Юдзи выглядывает в окно и видит, как из вулкана вырывается пламя и появляется огненный дракон. Волк и слизь в шоке от размеров огненного дракона. Юдзи говорит, что пока ни о чем беспокоиться, но пусть они сообщат ему, если что-то изменится. Юдзи спрашивает волка и слизь о двух людях, которые поднимаются на вершину вулкана. Они говорят ему, что похоже они идут к огненному дракону с бочками за спиной. Юдзи отправляет одного из слизей проследить за ними и рассказать, что происходит. Юдзи подслушивает разговор двух людей, и один из них спрашивает другого, что если наша миссия провалится? Другой отвечает, что люди в Ордене заверили его, что операция пройдет без проблем. Юдзи задается вопросом, где находится Орден и кто эти люди, о которых они говорят. Юдзи хочет знать, что находится в бочках, которые они несут. Он накладывает на слизь заклинание магической сети, но двое людей уворачиваются от него. Они задаются вопросом, не ловушка ли это для монстров или для них самих. Они решают, что это просто ловушка, потому что никого вокруг не видят. Двое людей продолжают свой путь. Юдзи решает напасть на них сзади со слизью, но они ранят слизь мечом. Юдзи появляется перед ними, и оказывается, что они притворялись, что не обращают на него внимания. Но Юдзи тоже устроил для них ловушку, и ему удается поймать их с помощью магической сети и связать. Слизь собралась вокруг них и сказала, что это должно быть укротитель, который был в списке убийц, но его имя стерли. Почувствовав, что им конец, они покончили с собой, отравившись, как и члены банды Синей Луны. Юдзи понял, что они из этой банды, и попросил слизь проверить содержимое бочек, которые они несли. Слизь не смогла определить, что там, но почувствовала что-то странное. Юдзи спросил, похоже ли это на проклятые магические камни. Но они не смогли точно определить, что это. Юдзи вызвал Джерард из леса, чтобы узнать, что в бочках. Джерард сказала, что вода в бочках проклята, но она не такая сильная, как магические камни, и не может победить огненного дракона. Единственное, что она делает, это злит дракона и заставляет его буйствовать, вызывая катастрофические разрушения. Юдзи ожидал этого, потому что думал, что они используют бочки с водой, чтобы вызвать огненного дракона. Юдзи сказал, что нужно немедленно очистить воду, чтобы предотвратить катастрофу. Все отошли от бочек, пока Юдзи передавал слизняку заклинание для снятия проклятия. Юдзи удалось очистить воду, и Джерард сказала, что возвращается в лес. Юдзи поблагодарил ее за помощь и попросил слизь присмотреть за местом. Слизь заметила большое количество маленьких драконов и почувствовала, что что-то не так. В это время управляющий отеля постучал в дверь комнаты Юдзи и попросил его немедленно покинуть отель и город, потому что скоро начнется сильный дождь. Жители Буджении в панике бегут из города, потому что дождь усиливается и начинается буря. Это злит огненного дракона, и горожане говорят друг другу, что дракон разозлился и сожжет город, поэтому нужно бежать. Юдзи вспоминает слова менеджера отеля, что никогда раньше огненный дракон не появлялся в такую погоду. Это просто совпадение. Дождь раздражает дракона, и он мстит всем вокруг. Такого совпадения не было уже 50 лет. Тогда его появление совпало с дождем, и он уничтожил огнем весь город Буджия. Мы видим, как горожане прощаются со своими домами и землей, понимая, что скоро их поглотит огонь дракона. Внезапно слизь и волк говорят Юдзи, что дракон движется в сторону города. Юдзи видит, что дракон направляется к городу, и думает, что ему придется пересечь две реки, которые отделяют вулкан от города. Он говорит волку и слизи, чтобы они отправились к первой реке и посмотрели, сможет ли дракон ее перейти. Дракон подходит к реке, и они замечают, что дождь убил маленьких драконов,
но не действует на огненного дракона. Дракон подходит к реке, и они поражаются его размером. Дракон опускает лапу в реку, и вся вода испаряется, убивая рыбу. Из-за пара слизи волк ничего не видит. Дракону удается перейти первую реку, и он направляется ко второй. Юдзи говорит, что теперь им придется сразиться с драконом. Он приказывает волку приготовиться, и тот благодаря броне Гигля может двигаться быстрее. Юдзи накладывает на слизь, одетую в броню, заклинание, чтобы усилить его. Слизь накладывает на лапу дракона заклинание среднего уровня, но дракон легко разрывает путы и продолжает двигаться. Юдзи накладывает на голову дракона тоже заклинание, но в 10 раз сильнее, но дракон снова разрывает путы и готовится атаковать Юдзи огнем. Юдзи накладывает тоже заклинание, но в 20 раз сильнее, чтобы противостоять огню дракона. Юдзи удается блокировать удар, но дракон продолжает двигаться к городу. Дракон достигает второй реки, и слизь понимает, что это бесполезно и что дракон разрушит город. Юдзи говорит им, что это было лишь отвлекающим маневром, чтобы выиграть время. Все в шоке, когда Юдзи говорит, что накопил большое количество воды, чтобы утопить дракона. Он говорит, что установил магические барьеры на второй реке после того, как дракон пересек первую. Это было сделано, чтобы собрать как можно больше воды и атаковать дракона, если ему удастся пересечь первую реку. Волк и слизь идут проверить состояние дракона, а Юдзи говорит им быть осторожными. Когда они приходят, то видят, что дракон не двигается, и думают, что план сработал. Внезапно дракон появляется и стреляет в них огненным лучом. В последнюю секунду Юдзи успевает создать щит, чтобы защитить их от огня. Юдзи приказывает им быстро отойти от него, пока дракон готовится выпустить еще более мощный огненный шар, чтобы уничтожить весь город. Юдзи понимает, что должен использовать всю свою силу против дракона, даже если это отнимет у него все силы. Он вспоминает, что у него есть зелье для восстановления энергии, которое дал ему Дроерт, так что ему не о чем беспокоиться. Юдзи использует заклинание вечной мерзлоты, чтобы противостоять огненному лучу дракона. Благодаря силе льда Юдзи удается полностью истощить энергию дракона. Ледяной луч побеждает огненный луч дракона, и дракон замерзает и теряет свою магическую силу. Появляется камень огненного дракона, о котором говорил Гажел. Солнце снова светит, а буря и дождь прекращаются. Слаймы видят камень, появившийся после смерти огненного дракона, и это самый большой камень, который они когда-либо видели. Он больше, чем маленькие драконы и синий дракон. Слаймы празднуют победу, но рассказывают Юдзи о загадочном устройстве, о котором они ничего не знают. Перед закатом Юдзи идет в мастерскую Гейла. Гейл говорит, что город чудом уцелел после нападения огненного дракона, и спрашивает Юдзи, зачем он пришел. Юдзи показывает Гажелу камень дракона, но говорит, что это редкий камень, который нашел на вулкане маленький дракон. Помощник Гажела потрясен, ведь маленькие драконьи камни обычно не бывают большими. Гигл говорит своему помощнику, что это не может быть от маленького дракона, это должен быть. Но он не договаривает, потому что знает, что Юдзи не хочет распространяться об этом и привлекать к себе внимание. Гажел меняет тему и спрашивает Юдзи, не хочет ли он сделать доспехи из этого камня. Юдзи отвечает утвердительно, и Гажел устанавливает печь, чтобы сделать доспехи. Ночью Юдзи идет в городскую гильдию искателей приключений. Юдзи спрашивает секретаря, слышала ли она когда-нибудь о городе Ардариан. Секретарь говорит ему, что она слышала об этом, но это не самый популярный город для искателей приключений. Юдзи спрашивает почему, и она отвечает, что это таинственный город, не связанный с соседними городами и деревнями, и что его жители всегда держатся особняком. Юдзи хочет задать еще один вопрос и просит Слайма показать странный артефакт, который они нашли на вулкане. Секретарь спрашивает Юдзи, где он его взял, и тот отвечает, что нашел его на вулкане. Секретарь говорит, что это машина для искусственного дождя, и что в каждом городе есть такая. Юдзи спрашивает, управляют ли эти машины погодой, и секретарь отвечает утвердительно. Эти машины используются во время засухи, и в каждом городе есть своя. Когда Юдзи смотрит на название гильдии, которой принадлежит машина, он видит, что оно неразборчиво выгравировано. Юдзи вспоминает разговор двух членов банды спасения Луны, когда они упоминали город Ардиан, и как его жители уверяли, что операция пройдет без проблем. Юдзи подозревает, что машина принадлежит Ардиану. Утром Юдзи получает доспехи, сделанные Гажелом, который подтверждает, что это самые прочные доспехи, которые он когда-либо делал. Юдзи благодарит Гажела за помощь и говорит, что теперь он проверит доспехи. Гажел предупреждает его, что их нельзя использовать в городе, потому что они опасны. Юдзи заверяет его, что будет использовать их в нужном месте. Перед уходом Юдзи Гейл спрашивает его имя, но Юдзи отказывается раскрывать свою личность, чтобы не привлекать внимания. Гейл желает Юдзи безопасного путешествия и предупреждает его об опасностях, в то время как помощник спрашивает о них. Но Гейл отказывается что-либо рассказывать и велит ему вернуться к работе. В магическом гигантском дереве мы видим лидера банды спасения Луны, который творит заклинание, чтобы осуществить свои планы по уничтожению мира. Лидер банды хочет, чтобы мир был разрушен и уничтожен, а Луна продолжала затягивать его во тьму и небытие, что приведет к рождению мудрецов. С другой стороны, мы видим старика, который смотрит на небо после того, как тучи закрыли солнце. Мы возвращаемся к истории Юдзи после того, как он расстался с Евгенией и прибыл в Ардан. Юдзи заходит в городскую гильдию воинов, и он, слизь и волк, с удивлением смотрит на него. Юдзи видит доску с запросами от искателей приключений и не находит ни одного подходящего. Очевидно, новых заказов нет, и Юдзи громко говорит, чтобы привлечь внимание двух наблюдающих за ним людей. Юдзи выходит из гильдии, не выбрав задание, к удивлению этих двоих. Один из них говорит: «Странно,
неожиданно он вышел, не выбрав задание. Другой говорит: давай продолжим наш разговор внутри. Юдзи оставил слизь с ними, чтобы подслушать их разговор. Один из искателей приключений узнает Юдзи и говорит своему коллеге, что он был в списке их целей для убийства. Он предупреждает, что если они убьют его, у них будут большие проблемы и их могут разоблачить. Искатель приключений говорит, что они готовились к этому много лет и не хотят, чтобы их усилия пропали даром. Он не понимает, зачем они купили машину для искусственного дождя, и его коллега решает отложить все дела, пока не поговорит с мистером Уолтером. Юджи слушает, что говорят искатели приключений, а потом к ним подходят старик Стейл и его помощник Йохан. Юджи решает пойти со Стейлом в церковь в городе, чтобы убедиться, что за ними никто не следит и никто не слышит их разговор. Стайл рассказывает Юджи, что гильдия искателей приключений в Ардериене контролируется бандой Голубая Луна. Стайл начинает рассказывать о своем прошлом с Уолтером, лидером банды Голубая Луна. Юджи спрашивает, не пришел ли Стайл только для того, чтобы передать сообщение из замка, и упоминает, что банда Голубая Луна Спасения контролирует гильдию искателей приключений в Ардериене. Юджи надеется, что они в безопасности, особенно учитывая, что у банды есть информация о нем. Стайл говорит Юджи, что ему нужно рассказать о своем прошлом с Уолтером. Стайл рассказывает о бывшей группе под названием Церковь Голубой Луны и о том, что он был известным искателем приключений и воином. Он упоминает, что когда кто-то из группы умирал, они проводили символический ритуал. В группу вступали многие отверженные и угнетенные воины, и Уолтер был одним из них. Уолтер был очень сильным, его уважали в группе, и со временем он стал правой рукой Стейла, или по крайней мере так считал Стейл. На самом деле Уолтер был амбициозным человеком, и присутствие Стейла в группе мешало его планам. Однажды Стайл получил письмо с приказом распустить Голубую Луну. Боясь потерять своих товарищей, Стайл не выполнил приказ. Несколько дней спустя на гильдию напали, но Стайл смог сбежать, а все его коллеги были убиты. Стайл понял, что это было предупреждение о нападении и что целью было захватить Голубую Луну. Уолтер был лидером и организатором нападения, и он извратил принципы Ордена, чтобы они соответствовали его желаниям и прихотям. Новой целью группы стало очищение и уничтожение мира. Отсюда и зарождение Голубой Луны искупления. Стайл ясно понимает, что Уолтер контролирует Дариена, и отмечает, что тот пришел предупредить Юдзи. Стайл получает новое сообщение, в котором говорится, что хаос будет усиливаться, а злодей будет отвлекать людей. Помоги герою, и добро вернется. Юдзи спрашивает, что означает это сообщение, и Стайл отвечает, что злодей в сообщении — это Уолтер, который будет сеять хаос. Стайл указывает, что герой в письме Юдзи, и выражает уверенность в том, что Юдзи сможет противостоять Уолтеру. Юдзи сомневается, что он настоящий спаситель, и Стайл говорит ему, что в легендах говорится, что герой будет носить кинжал Кефиса, а он есть только у Юдзи. Стайл говорит Юдзи, что ему нужно подготовиться к предстоящей битве. Йохан удивляется, что Юдзи герой, и спрашивает, почему Стил не рассказал ему все в письме. Стайл отвечает, что если рассказать Юдзи все остальное, он может ослушаться приказов. В другом месте Уолтер получает информацию от одного из своих шпионов, что Стил встретил кого-то, кого он считает спасителем. Уолтер спрашивает шпиона, действительно ли этот человек спаситель, и шпион подтверждает, что все готово по приказу Уолтера. Уолтер приказывает шпионам отступить и произносит заклинание, чтобы попасть в секретное место. Уолтер находит полное сообщение, которое было доставлено Стилу, в нем говорится: хаос усилится, и покоритель отвлечет людей. Помоги герою, и добро вернется. Стил скрывает от Юджи вторую часть сообщения, в которой говорится: смерть станет уделом наставника героя. Уолтер рад, что Стил умрет за то, что был наставником Юджи, и планирует избавиться от него. Мы узнаем, что Стил пожертвовал своей жизнью и не рассказал Юджи вторую часть сообщения из-за страха и беспокойства. Стил хотел, чтобы Юджи противостоял испорченному Юджи, не чувствуя ответственности за его жизнь. Юджи вспоминает события и повторяет: Уолтер и Стил. Теперь я знаю их историю, но мне непонятно, как я могу стать спасителем. Юджи вспоминает, как Стил дал ему кинжал Кеса, и вспоминает случай, когда он помог деревне Рикардо. Юджи удивляется, когда деревенский староста видит, как слизь выносит дрова из слизня с помощью заклинания хранения. Староста говорит, что такая способность существует только в легендах, и рассказывает о мифическом монстре, который использовал слизней для перемещения вещей из одного места в другое. Юджи думает, что эта способность может быть доказательством того, что он спаситель, но решает отложить расспросы Стила до следующего дня. На следующий день Юджи идет в замок и спрашивает стражника о Стиле и Йохане. Стражник говорит, что они рано утром уехали на важное задание, не сказав, куда направляются. Юджи расспрашивает всех слизней о Стиле и Йохане, и один из них говорит, что видел их. Юдзи просит слизней следовать за Стилом и Йоханом, собирать всех странных слизней, которых они встретят по пути, и помогать им в миссии. В этот момент Стил и его помощник Йохан стоят перед входом в штаб-квартиру банды Синей Луны, на котором лежит проклятие, не позволяющее никому войти. Стил использует заклинание, чтобы снять проклятие с портала, и приглашает Джоу Хэна войти. Наконец, Стил видит замок Голубой Луны, который Уолтер превратил в штаб-квартиру банды Синей Луны. Тем временем Юдзи сообщает, что не нашел следов Стила и Йохана,
и удивляется, что все зараженные слизни присоединились к монстрам. Внезапно один из слизней говорит ему, что видел Стила и его помощника Йохана, когда они заходили в темное место внутри гигантского дерева. Юдзи просит его показать дорогу туда. В это время Стила и Йохана перехватывает группа охранников, готовых их убить. Стил активирует заклинание усиления защиты, которое дает им огромную силу, чтобы справиться с охранниками. Тем временем Юдзи прибывает на место и активирует заклинание, чтобы они могли войти. Внутри они встречают Уолтера, лидера банды, который радостно приветствует Стила и говорит, что рад его возвращению. Он спрашивает, не из-за ли послания Стил здесь, и указывает на угрожающую фразу «Смерть будет проводником героя». Стил отвечает, что он не боится за свою жизнь, а скорее хочет выполнить послания и приказы. И рассказывает о своем предыдущем отказе распустить банду и о последствиях, которые за этим последовали. В этот момент Уолтер предлагает Стилу то, зачем он пришел – смерть. Уолтер приказывает своим телохранителям убить Стайла, и Стайл готовится сразиться с ними, используя свои боевые навыки. В это время Юджи наблюдает, как Стайл убивает охранников, и вдруг понимает, что один из них еще жив и держит в руках слизня. К этому времени Стайл уже расправился со всеми солдатами Уолтера и говорит оставшемуся в живых солдату: «Твоя битва еще не окончена. Я хорошо подготовился к этому моменту». Солдат связывает Стайла магическим заклинанием и обездвиживает его. Стайл удивленно спрашивает: «Когда ты успел выучить это заклинание?» Затем появляется Юджин и признается, что это он наложил заклинание, и Юджи шокирован тем, что Юхан все это время был верен Уолтеру и спасению Луны. Юджи говорит Йохану: «Так это ты использовал меня, чтобы попасть сюда?» Уолтер объясняет, что все началось с проклятого магического камня, который они поместили в лесу, чтобы посмотреть, кто сможет снять проклятие, а кто представляет для них угрозу. Появляется Юджи, но оказывается, что он намного сильнее, чем они ожидали. Сначала он уничтожает созданных ими монстров, а когда появляется синий дракон, Юджи убивает его с помощью кинжала, который они ему дали. Юджи продолжал разрушать их планы один за другим, и даже когда они попытались использовать силу огненного дракона, чтобы уничтожить деревню Евгении, Юджи был там и разрушил их план. Действительно, оказывается, что Спаситель намного сильнее, чем они думали. Но все это не имеет значения, потому что новое послание поможет им достичь желаемого. Стайл понимает, что все его усилия напрасны, потому что в конце концов они добьются своего и очистят мир. В ответ Уолтер произносит заклинание, превращающее охранников в проклятых монстров. Стайл начинает злиться из-за запретного заклинания, которое Уолтер применил против них, но тут врывается Юдзи. Юдзи говорит, что хочет задать вопрос, но сейчас явно не время. Джохан направляет на Стайла заклинание, чтобы убить его, но тут появляется Юдзи и отражает заклинание огненным щитом. Юдзи снимает заклинание, которым Джоан сковал священника, и освобождает его, поблагодарив за спасение. Юдзи говорит, что у тебя явно большие проблемы. Это из-за Уолтера? Стайл подтверждает, что это тот самый старый друг, о котором он говорил, и благодарит Уолтера за то, что тот привел его к нему. Уолтер знает, что Юдзи – спаситель из Писания, и что он давно его ждал. Он благодарит Стайла за то, что тот привел его, и в этот момент мы видим магическую субстанцию фиолетового цвета, содержащую магию спасения, которую банда желает для человечества, и которая дает Уолтеру возможность управлять телами солдат и превращать их в монстров. Уолтер приказывает монстрам показать свою истинную силу, монстры окружают это место, и волк пугается их количества. Юдзи направляет огненное заклинание на слизни, чтобы сразиться с ними, а Уолтер и Джохан направляются к центру магической энергии. Монстры собираются вокруг них, чтобы дать Уолтеру время осуществить свой план. Уолтер приходит в центр силы и говорит Джохану: «Сейчас я получу необходимую мне силу». Уолтер садится в кресло и начинает превращаться в дракона с помощью магических лучей. В это время Юдзи и Стайлз возвращаются после убийства монстров. «Подумай об этом моменте», — говорит Уолтер Стайлзу, «потому что тогда я стану сильнее любого существа». Его тело начинает заметно увеличиваться в размерах, а волк и слизь приходят в ужас от увиденного. Прежде чем Уолтер успевает завершить трансформацию, Юдзи направляет огненное заклинание на слизь и бьет ее огненным шаром. Но они удивляются, когда Уолтер остается невредимым. Юдзи думает, что Уолтер ввел в себе драконью магию, и действительно у него начинают расти драконьи крылья и руки, а тело становится полностью синим, как у дракона. Юдзи создает магический барьер, чтобы защитить Стайлза, и направляет на слизь огненное заклинание. Но Уолтер с огромной скоростью уворачивается от него и говорит им: «Теперь я покажу вам ужасающую силу драконов». В ответ Юдзи приказывает волку и 10 слизнякам одновременно атаковать Уолтера, чтобы увеличить шансы попадания огненных шаров в него. Юдзи стреляет в Уолтера дождем огненных шаров, но тот пытается увернуться от них, но в итоге получает удары с разных сторон из-за одновременной атаки. Несмотря на это, Уолтер в конце концов появляется без каких-либо повреждений, и Юдзи говорит: «Такая слабая магия не может на меня подействовать». Тем временем Юдзи выполняет план Б, заряжая волка слизью дракона и активируя защитное заклинание, чтобы защитить его от Уолтера. Волк получает самую сильную броню, которую когда-либо делал Гегель, и эта броня увеличивает его силу и скорость. Юдзи направляет волка в слизь, и активируется заклинание, увеличивающее магическую и физическую силу в 2 раза, и волк
Волк говорит, что сейчас покажет Уолтеру свою мощь. Уолтер потрясен невероятной скоростью Волка, и Юдзи использует эту скорость, чтобы перенести огненное заклинание в слизь и нанести самый мощный огненный удар на земле. Волк радуется и говорит, что они наконец-то победили его. Юдзи признает, что доспехи монстра, созданные Годжилом, очень качественные. Уолтер появляется снова, потеряв часть тела, и использует силу монстров, чтобы исцелить себя. Тела предыдущих монстров исчезают, а их мана переходит к Уолтеру, шокируя Волка и слизь способностью Уолтера регенерировать и получать ману от своих мертвых последователей. Юдзи снова бьет его огнем, но Уолтер говорит, что это бесполезно. Уолтер продолжает поглощать энергию монстров и не только исцеляет себя, но и становится еще сильнее. У него появляется 4 руки в дополнение к крыльям, и он становится больше, шокируя Юдзи своей возросшей силой. Уолтер направляет огненное заклинание на большое количество слизей и одновременно бьет их огненными шарами. Но Уолтер говорит, что это все напрасно. Юдзи потрясен, обнаружив, что скорость исцеления Уолтера стала быстрее, что делает его необычайно неуязвимым. Юдзи замечает силу драконьего проклятия и вдруг вспоминает, что его центр силы может быть связан с проклятием. Юдзи приказывает слизню ударить его огненным заклинанием, затем заклинанием рассеивания проклятия, и Уолтер чувствует себя ослабленным после того, как проклятие снято. Уолтер решает отомстить Юдзи и убить его, но его блокирует барьер. Юдзи атакует Уолтера заклинанием с паутиной и ловит его в ловушку на потолке. Затем Юдзи накладывает заклинание на 10 слизней, чтобы они поймали и обездвижили Уолтера. Юдзи поражает Уолтера огненным лучом, и тот кричит от боли и падает на землю. Перед смертью Уолтер говорит: «Время пришло. Не знаю, удалось ли мне победить Спасителя, но результат один и тот же. Мудрец вернется, если ты умрешь». И Уолтер умирает. В этот момент я понял, что неправильно истолковал священное послание. Есть еще одна часть послания, которую я не объяснил тебе. Когда умрет проводник, вернется мудрец. Я думал, что проводником должен был стать я, а мудрецом ты, Юдзи. Но это явно предназначалось для Уолтера, и если он умрет, легендарный мудрец вернется. Затем энергетический центр начинает притягивать души последователей банды, включая Иоганна, монстров и тело Уолтера, и появляется мудрец. Стайл говорит: «Я думал, что когда я пожертвую своей жизнью, ты, Юдзи, станешь мудрецом, который спасет наш мир. Я не упомянул об этом в послании, чтобы тебе не пришлось беспокоиться о моей жизни. Но я ошибся. Оказывается, проводником был Уолтер, и если он умрет, мудрец вернется». Юдзи спрашивает: «Так кто же тогда мудрец?» На что Стайл отвечает: «Я расскажу тебе, что говорится в легендах. В давние времена появился Спаситель, который сражался с драконом, используя свою легендарную силу, но не смог победить дракона и погиб, не выполнив свою миссию». Юдзи спрашивает: «Думаешь, этот Спаситель мудрец, который стоит перед нами?» Похоже, Уолтер провел ритуал, чтобы призвать духов, и пожертвовал своей жизнью и жизнью Гейна, чтобы снова вызвать мудрейшего, чтобы тот исполнил его мечту о спасении и уничтожил человечество. Внезапно мудрейший активирует заклинание «Огонь судного дня» и поражает им Юдзи, но Юдзи активирует защитное заклинание и спасает Стила и Гейна от удара. Слизни чувствуют силу мудрейшего и понимают, что он обладает такой же силой, как и Юдзи. Они видят, как земля вокруг них загорается от силы заклинания мудрейшего. Юдзи удивляется, как мудрейший может использовать такое мощное заклинание, как огонь судного дня, несмотря на то, что оно требует огромного количества маны. Он говорит слизням, чтобы они были готовы к встрече с мудрейшим. Юдзи активирует заклинание, которое увеличивает выносливость, скорость, защиту и подвижность слизней, чтобы им было легче сражаться. Волк и слизни отправляются на встречу с мудрейшим, а Юдзи использует заклинание телепортации, чтобы быстро добраться до него. Когда они приближаются к нему, слизни атакуют мудрейшего огненным шаром, но мудрейший отвечает заклинанием «Огонь судного дня». Они едва успевают увернуться, и Юдзи приказывает им рассредоточиться и дает им позиции в воздухе, чтобы они могли атаковать мудрейшего заклинанием «Огненный шар». Мудрейшему удается отразить их атаки щитом со всех сторон и поразить одного из слизней заклинанием «Огонь судного дня». Юдзи прячет слизня, чтобы мудрейший его не атаковал. После того, как Юдзи сразился с мудрецом и получил от него несколько мощных ударов, он задумался, как мудрецу удается использовать заклинание огненного доминирования снова и снова, не тратя при этом свою ману. Он понял, что ему нужна новая тактика, чтобы победить мудреца. Юдзи дал слизняку заклинание огненного шара, усиленное в 10 раз, и направил его на мудреца. Но мудрец использовал заклинание щита, чтобы отразить ледяную массу, которая его окружала. Юдзи дал слизняку заклинание огня, усиленное в 10 раз, и им удалось поразить мудреца и сбить его с ног. Однако мудрец внезапно появился перед Юдзи и активировал заклинание огненного доминирования, усиленное в 10 раз. Юдзи ответил тем же заклинанием, и слизняки обрадовались, что победили в битве и одолели мудреца. Однако мудрец снова появился и сумел уклониться от заклинания Юдзи и приготовился к новой атаке. Когда Юдзи посмотрел на свои данные, они были отрицательными, и он подумал про себя: «Я едва успел победить его вовремя». Мудрец поднялся на ноги, и Юдзи со слизняком были потрясены, что он остался невредим. Мудрец сказал им: «Теперь я дарую вам спасение». Он выпустил проклятый магический луч в небо, который распространился по всей округе. Вода окрасилась в цвет проклятой магии. Все монстры были заражены проклятием спасения. Глаза дракона покраснели, а небо над ними стало фиолетовым, как и магия спасения.
«Ты называешь это спасением», — сказал Стейл. «Это для тебя спасение? Конец человеческой жизни». Слайм был потрясен увиденным, и Юдзи сказал себе, что ситуация сейчас совсем не обнадеживающая. Он увидел, как группа искателей приключений из Вистона, первого города, который посетил Юдзи, сражается с монстром, но появилось еще больше монстров, сильнее первого. И по их взглядам было понятно, что они собираются напасть на город. Солдаты решили вернуться в Вистан, чтобы укрепить границы города и оплакать погибших. Юдзи наблюдал за этим, потому что, как обычно, оставил там Слайма на случай, если понадобится. Он передал Слайму заклинание огненного шара, чтобы убить монстров до того, как они нападут на солдат и город Вистан. Мудрец использовал источник проклятия Луны Спасения на устройствах искусственного дождя, и именно поэтому небо стало такого цвета, а проклятие распространилось на всех монстров. Юдзи рассказал об этом Стайлзу. Мудрец посмотрел на него и сказал: «Раньше меня убил дракон, который был намного сильнее меня, и из-за того, что я не справился с заданием, я был очень расстроен и зол. Я понял, что как бы мы, искатели приключений, не старались убить могущественного дракона, появится еще более сильный дракон, которого мы не сможем победить. Поэтому я вернулся, чтобы спасти мир и положить конец страданиям людей. Так никто не будет страдать, и мы навсегда избавимся от драконов». Юдзи понял его слова и сказал себе: «Ты хочешь предотвратить то, что случилось со мной? Ты хочешь уничтожить весь мир под предлогом спасения. Что это за логика такая?» — спросил Юдзи у мудреца. «Если твоя цель уничтожить мир, то какая разница между тобой и драконом?» Мудрец сказал ему: «Будь доволен своей участью и спаси себя», и ударил его огненным заклинанием. Юдзи активировал защитное заклинание и сказал себе: «Эта броня не выдержит такого огня. У меня нет выбора, кроме как сопротивляться». Юдзи ответил мудрецу огненным заклинанием. Стайл был поражен силой этих двоих и желал победы Юдзи. Пока Юдзи сражался с мудрецом, Слизь сказала ему: «Экстренная ситуация. Монстры направляются к городу Ардиану в большом количестве. Их взгляд пугает. Они также направляются к городу Киа, второму городу, который посетил Юдзи после Вистона». Юдзи передал Слизню заклинание огненных шаров, чтобы сразиться с монстрами, а сам сражался с мудрецом огненным заклинанием и защитным заклинанием. Мудрец сказал ему: «Ты никогда не сможешь защитить мир своими ограниченными силами». Юдзи одновременно использовал заклинание для всех городов, которые он посетил, и сказал себе: «Мне трудно сражаться с таким могущественным противником и одновременно защищать города». Увидев, что его мана стала отрицательной, он спросил себя: «Что мне делать?». В этот момент связался с Юдзи через Слизь и сказал: «Все жители города Вистан собрались на площади». Юдзи увидел, как вистанские искатели приключений готовятся защищать свою страну, и сказал: «Юдзи всегда защищал нас. Но теперь наша очередь показать ему нашу истинную силу и защитить нашу землю». Друид приготовил магические зелья, чтобы сразиться с монстрами, и сказал Юджи, что они готовы к бою и помогут защитить город. Юджи успокоился, что теперь ему не нужно беспокоиться о Вистане, и сказал слизням, чтобы они оставались с Гейл и другими искателями приключений на всякий случай. «Мы тоже поможем им с заклинаниями». Слизень и Кила сказали ему то же самое. Предводитель искателей приключений Рёерд готовился к битве, призывая солдат следовать примеру Юджи и сражаться с монстрами до последнего вздоха. Тана и Лиза тоже готовились к войне. Рёерд сказал им: «Мы не хотим, чтобы усилия Юджи по защите нашей страны от синего дракона пропали даром». Слизень передал Юджи новости из Рикардо, и искатели приключений сказали друг другу: «Юджи помог нам справиться со снегом и холодом, и мы пережили самое трудное время. Конечно, группа монстров никогда нас не победит. Мы докажем Юджи, что его усилия не были напрасными, и будем защищать нашу страну изо всех сил». Шеф-повар сказал им: «Возвращайтесь скорее, я приготовлю для вас лучшие блюда». Слизень передал Юджи новости из города Эуджении, где все искатели приключений были готовы к бою в доспехах, сделанных Гел, которая сказала им: «Я хочу, чтобы вы вернулись с победой и вернули мне эти доспехи. Эта броня одна из лучших, потому что она сделана из драконьих камней с вулкана». Гейл был уверен, что они победят монстров, потому что его доспехи одолели огненного дракона, не говоря уже о более слабых монстрах. Юдзи почувствовал радость и облегчение, когда узнал, что 4 города – Вистан, Кила, Рикардо и Евгения – смогут защитить себя. Он вспомнил свою прошлую жизнь, когда был обычным работником и всегда трудился в одиночку, не прося никого о помощи, и никто ему не помогал. Но теперь он убедился, что работать в команде гораздо лучше, чем в одиночку сражаться или работать. Юдзи передал всем солдатам и авантюристам заклинание усиления атаки и защиты, а также заклинание усиления против магии. Гейл и солдаты с ним обнаружили, что их сила возросла, и они могут быстрее и легче побеждать монстров. Тана и Лиса тоже почувствовали, что их сила возросла. Вот как командир солдат из Рикардо обнаружил, что его сила значительно увеличилась. Юдзи сказал себе, что это хорошо. Теперь жители городов смогут легко защищаться. Осталось только убить мудреца и избавить мир от его зла. Стайл сказал ему, что получил сообщение, в котором говорилось, что когда солнце и луна встретятся, произойдет чудо. Юдзи решает попробовать и делает все, что может, и выпивает зелье восстановления маны, созданное Драйардом, которое может восстановить его энергию.
энергию до прежнего уровня. Его уровень маны приходит в норму. Он сказал волку: «Я оставлю тебя защищать Стайла». Юдзи накладывает заклинание барьера, пока не достигнет уровня мудреца, который спрашивает его: «Ты хочешь остановить путь спасения? Зачем ты хочешь спасти мир?» Юдзи отвечает, что точно не знает почему. Мудрец говорит ему, что таким, как он, не нужна причина, чтобы защищать мир. «Я был таким же, как ты, и сражался за этот мир, но погиб». Юдзи вспоминает людей, которых знал, и понимает, что его отношения с ними и воспоминания о них – достаточная причина, чтобы защищать их, даже если это будет стоить ему жизни. Мудрец говорит ему: «Давай сразимся и решим это». Он трижды произносит заклинание огня судьбы и атакует Юдзи, говоря: «Продолжай сражаться, пока не иссякнешь. Твое тело не выдержит долго, даже если ты восстановишь свою ману». Внезапно Юдзи использует заклинание мороза, то же самое, что он использовал против синего дракона Килии. Он говорит себе: «Это то самое чудо, о котором говорил Стайл в письме». Он атакует мудреца заклинанием мороза, и тот падает на землю. Юдзи понимает, что может использовать его несколько раз, и атакует мудреца больше 10 раз. Но Юдзи понимает, что эти атаки не действуют на него. Мудрец злится и готовится применить самое мощное заклинание, чтобы убить Юдзи. Юдзи достает кинжал Кефиса, который ему дал Стайл, и которым его убил синий дракон Килия. Он накладывает на кинжал заклинание мороза, и небо становится похожим на солнце и луну, как и было сказано в послании. Юдзи сражается с мудрецом кинжалом и создает заклинание изоляции от взрыва, чтобы защититься от силы мудреца. Он может его убить, барьер разрушится, и магическая сила Сейджи исчезнет. Небо снова станет голубым, катастрофа закончится, и зло будет побеждено. После этого Стайл поблагодарил Бога за то, что тот разрешил кризис и спас мир от катастрофы. Он захотел снова встретиться с Юджи. Ночью Юджи выходит из Ардиана, и Слизь спрашивает его, почему он так рано встал. Юджи отвечает, что он вышел, потому что гильдия Ардиана все еще находится под контролем банды спасения Луны, и он не хочет привлекать к себе внимание. Юджи спрашивает у сидящих в городе слизней, какие новости. Слизни и Дреерт отвечают, что празднуют победу. Тина и Лиза радуются, и Дреерт тоже празднует. В городе Рикардо шеф-повар готовит пир в честь победы над монстрами и защиты города. В Бугенвилле Гигл и солдаты празднуют победу и благодарят его за мощные доспехи. Слизь и Юджи убеждаются, что во всех городах наконец-то наступил мир. С другой стороны, лидеры гильдии Ардиана разговаривают друг с другом и говорят, что потеряли связь с директором Уолтером и не знают почему. Один из них говорит, что ходят слухи, что ритуал по призыву Сейджа провалился, и Уолтер исчез вместе со своими последователями. Другой говорит, что нужно сообщить об этом в штаб-квартиру. Но лидер среди них говорит, что не стоит беспокоить их такой ерундой. До разрушения мира осталось всего несколько дней, потому что устройство для очищения почти готово. И как только он будет активирован, мы сможем уничтожить весь мир и спасти наш. Но сейчас важно то, что у нас, членов Голубой Луны, есть цель победить черного дракона опустошения, которого мудрец не смог одолеть в своей первой жизни. Тем временем Юдзи слушал их разговор и думал про себя: устройство для уничтожения — черный дракон опустошения. Очевидно, что банда Голубая Луна не перестанет сеять хаос. Внезапно на них напали огромные тигры, и Юдзи встал, чтобы сразиться с ними. На следующий день Юдзи отправляется в соседний город и сдает тигров. Секретарь спрашивает его: «Где твои товарищи по команде? Награда за это задание очень большая, и она будет разделена между вами». Юдзи отвечает ей: «Я всегда сражаюсь один».